С июня 2014 года главой Центрального банка России является Эльвира Набиуллина. К счастью или огорчению, она остается руководить финансами страны еще на третий срок. Все, что делает Набиуллина, направлено на то, чтобы Центральный банк улучшал свои позиции. Укрепление производства, открытие новых заводов и фабрик не входит в область ее интересов, так же, как и повышение уровня жизни россиян, если только они не берут кредиты на красивую жизнь. Но прославилась Набиуллина не только этими действиями, но и своими очень странными брошками. У бессменной главы Банка России консервативный имидж, что полностью соответствует должности. В одежде она предпочитает такие цвета: черный, красный, темно-синий, белый и очень редко бежевый. Почти всегда ее одежда однотонная. Все эти годы у нее на голове одна и та же прическа. Короткое гладкое каре, а на лице очки в одной и той же большой черной оправе. Эльвиру Набиуллину можно было бы назвать иконой делового стиля, если бы не огромные брошки с тайным смыслом, которые она надевает на заседании Центробанка. По ее собственному признанию, брошки она выбирает в зависимости от того, какое отношение у нее к экономической ситуации в стране и ее настроение. Весной 2020 года она надевала брошь в виде неваляшки, намекающей на меры регулятора во время пандемии. Брошь со значками Play and Pause означала: после 3 снижений ключевой ставки ЦБ взял паузу, оставив ставку неизменной – 4,25%. Когда ставку повысили с 6,75% до 7,5%, Набиуллина надела брошь в виде золотого лука со стрелой. К повышению ключевой ставки до 8,5% брошь была в виде щелкунчика. У Набиуллиной внушительная коллекция брошей ручной работы. Но на последние заседания, когда ЦБ повысил ключевую ставку до 20%, она брошь не надела. Любопытно, у нее подходящей не оказалось или не смогла определиться с выбором. Как вы думаете, какая брошь могла бы быть? Центробанк имеет возможность сократить темп роста выдачи потребительских кредитов, чтобы люди жили по средствам и не покупали предметы роскоши в несколько раз выше своей зарплаты. Все ресурсы можно было переправить в реальный сектор экономики, но вместо этого ЦБ еще больше смягчает выдачу кредитов и при этом повышает ставку до 20%. Под эту ставку предпринимателям невыгодно брать кредиты. Такая ставка убивает рост реального производства. За благосостоянием населения стоит экономика страны. Все кредиты – лишь пузырь, который пыжится жить хорошо. А хорошо будут жить только ЦБ и лично Эльвира Набиуллина, продолжая удивлять нас своей коллекцией брошек. Пишите свое мнение.